Сальваторе Татуччи Инзерилла был слишком легкомыслен. В воздухе не просто пахнет войной, ею запахло еще в 1978 году, когда корлеонцами были ликвидированы неугодные им боссы Джузеппе Ди Кристино и Пиппо Кальдероне. А теперь в 1981-м, когда все теми же корлеонцами, безо всяких правил, на своей земле и без решения комиссии убить Стефано Бонтате по прозвищу Сокол, война уже началась. Но Сальваторе Инзерилла все же не насторожился. Бронированную машину, правда, купил. Ну так, больше для понта. Когда такая ситуация, впору в подполье уходить. А он как гулял по любовницам, так и гуляет. Татуччо думает, что он в безопасности. Имея перед Сальваторе Рииной, главой клана Корлеона, крупный денежный долг, он наивно полагает, что пока этот долг не закрыт, должнику ничто не угрожает. Роковая ошибка. Молодой палермитанец не учел, что Риина по прозвищу Курту Короткий скорее про власть, чем про деньги. Что его второе прозвище – Зверь, что параноик он больше, чем бизнесмен, и что по этим причинам весь клан Инзерилла скоро окажется на грани уничтожения. Однажды в Италии. Сальваторе Инзерилла – центр и опорный столб семейного клана. Родился 20 августа 1944 года в Палермо и был старшим еще 4 братьям Санто, Пьетро, Розарио и Франческо. Семья принадлежит, можно сказать, к высшей мафиозной аристократии. Родственниками им доводятся кланы Спатола, Маннино, Кастеллан, Димаджо, а главное – Гамбино, самая мощная из 5 мафиозных семей Нью-Йорка того времени. Родство с Гамбино настолько тесное, что сам Дон Карло, Чарльз Гамбино, оказывает семье протекцию в освоении территории Соединенных Штатов еще в 50-е годы. При этом изначально семья Сальваторе мафиозной не была. Инзерилла начинали как обычные работяги, но 5 мальчиков в Палермо того времени и при такой родне судьба их была предопределена. Еще молодыми старшие приняли пунчуту, присягу на верность Коза Ностре, и занялись другими делами, такими, которые государство не одобряет. Довольно быстро семья входит в стремительно растущий наркобизнес и прибирает к рукам трафик морфия сырца из Азии. Для примера, главный химик клана Марино Маноя начал работу в конце 1978 года и за пару лет до своего ареста очистил 7 центнеров. Брал по 5 миллионов лир за кило продукта, Бонтате и Инзерилла отдавали его по $50 тысяч, в Штаты продукт приходил уже по оптовой цене в $130 тысяч за кило. За эти 2 года сицилийская мафия заработала на трафике больше $30 тысяч, а мафия Нью-Йорка примерно в 3 раза больше. К успехам в бизнесе добавляется почтенный по меркам Коза Ностры возраст 34 года, и Татуччо сменяет на посту главы клана Торетто из района Пасса-ди-Регано своего дядю Розарио Ди Маджо. Итак, наступает весна 1981 года, как уже говорилось, начало Второй войны Коза Ностры. Дядя Сальваторе, Антонино Инзерилла, после убийства Стефано Бонтате срочно возвращается из Америки на Сицилию. Возвращается в надежде выиграть начавшуюся войну, умерить прыть Тато Риины и поставить взорвавшихся корлеонцев на место. Вместе с племянником они пытаются собрать вокруг себя как можно больше союзников, чтобы не потерять контроль над Палермо. Но когда дом уже загорелся, поздно рисовать план пожарной безопасности. Всего через 17 дней после убийства Бонтате был застрелен и Инзерилла. Ему, как и предыдущему владельцу, все тому же Соколу, не помогла бронированная Альфа-Ромео, которую Инзерилла купил для себя после смерти друга. Как сказал уже упомянутый Марино Маноя, когда есть предатель, никто еще не спасся. У Инзерилла свой предатель тоже был. Войну Риина готовил тщательно, прежде всего находя поддержку внутри противоборствующих кланов. В клане Торетто предателем стал Сальваторе Монтальто, глава личной десятки босса и его доверенное лицо. Именно Монтальто раскрыл Риине план Инзерилла и Бонтате проголосовать за его убийство на заседании комиссии. Именно он показал людям Короткого дом, в который Инзерилла приходит к любовнице. Продал не за здорово живешь. В обмен на голову Инзерилла Монтальто стал главой клана Виллабате. Вот поэтому Татуччи не спасла новенькая броня. Осведомленные о всех его передвижениях и хорошо просчитавшие план действий корлеонцы просто не дали ему сесть в машину. 11 мая 1981 года, не очень-то привыкший к предосторожностям Сальваторе Инзерилла, отправился на приятное свидание.
А целая бригада хорошо вооруженных людей, почти все из специальной команды Таториины, на 3 машинах отправилась его поджидать. Джузеппе Маркезе, Джузеппе Грекко Скорпуцедо, Джузеппе Гамбино, Антонино Модания, Филиппе Маркезе, Стефано Фонтана, Гаэтано Королла, Винченцо Галаттало. Особого внимания они не привлекли. Одной из их машин был недавно угнанный фургон, и привратнику сказали, что привезли мебель. Около полудня Инзерилла вышел и направился к своей машине, но едва он открыл дверцу, как на него обрушился огненный дождь. Грекко, Гамбино и Модания расстреляли его в спину из калашниковых. Еще через 2 недели был убит Санта Инзерилла. После смерти брата Сальваторе Санта пытался разобраться, кто за этим стоит. И Микеле Грекко, за свое миротворчество прозванный Папой, но давно уже играющий на другой стороне, приглашает его навстречу. 26 мая Санта Инзерилла и его дядя Калоджеро Ди Маджо встретились с десятком представителей других кланов. Санта раздражен, он нервничает, злится и требует ответа на вопрос, кто и почему убил его брата. Его пытаются успокаивать, но он лишь все больше распаляется и в конце концов переходит на крик. Впрочем, даже если бы он оставался хладнокровен, вряд ли это что-либо изменило. Ведь на самом деле Риина начал войну не ради наказания заговорщиков, а чтобы остаться единственным полновластным хозяином Палермо и наркотрафика между Сицилией и Америкой. Орущего Санта, а заодно и его дядю, хватают за руки 4, а еще 2, Антонино Модания и Антонино Ротола, затягивают шнурки на шеях. После этих убийств почти вся семья Инзерилла бросает все и бежит в Штаты под защиту своих родственников Гамбино. В Палермо остается только вдова Инзерилла, Филиппа Спатола, с дочерью и 2 сыновьями, Джованни и Джузеппе. Джузеппе старший, и хотя ему всего 17 лет, на похоронах отца он клянется отомстить за него и убить Рину собственными руками. Впрочем, это может быть и сказка, придуманная как оправдание тому, что в живых не оставляли даже тех, кто пока не имел отношения к мафии. Джузеппе Инзерилла вместе с приятелем и женихом сестры Стефано Пикареллой были похищены из дома и убиты, а их тела растворены в кислоте. Пошедшие на сотрудничество со следствием мафиози потом рассказали, перед смертью Джузеппе отрубили правую руку, чтобы не пригодилось для мести. В Википедии есть версия, что и руку, и самого истекающего кровью Джузеппе скормили голодным свиньям, а в кислоту бросили лишь то, что осталось. Но каких-то подтверждений реальности этой страшилки я не нашла. Зато точно известно, что матери, сначала заявившие в полицию о пропаже мальчиков, потом сообщили, что дети нашлись. Дескать, никому ничего не сказав, уехали в Америку. И уже оттуда сообщили, где они и что они. Женщин можно понять. Наверняка о судьбе старших детей они уже знали, но ведь у них оставались еще и младшие. Другой вопрос, почему мать Джузеппе не уехала вместе со всей семьей в Америку, но, видимо, на то были свои причины, и вряд ли женщина предполагала, что месть корлеонцев коснется несовершеннолетних. Ведь это уже потом стало известно, что Пино Грекко, убивая Джузеппе, сказал, что от рода Инзерилла не должно остаться даже семени. А Таториино говорил, что мальчики из проигравших семей должны быть уничтожены все, начиная с 6-летнего возраста. К тому же все это так и осталось словами. В реальности во Второй войне мафии детей не убивали. А Инзериллы и по сей день остаются на коне, но обо всем по порядку. Тогда, в 81-м, большинство союзников Инзериллы и почти все члены семьи сбежали с Сицилии в Америку. Туда уехал еще один Сальваторе Инзерилла, отец Томмазо Инзерилла, Розарио Инзерилла, брат убитого Татуччо, еще один его брат Пьетро с сыном Франческо, Томмазо Инзерилла, известный как Муха, с братом Франко по кличке Нероне, братья Антонио и Анджело Маннино, последний женился на сестре Татуччо Инзерилла, затем Оразимо Гамбино, женившийся на сестре Джона Гамбино, двоюродного брата Татуччо Инзерилла, и еще целая куча родственников, свойственников и друзей, все с детьми, женами и остальной родней. По прибытии из Палермо все они поселились в большом отеле в штате Нью-Джерси, забаррикадировавшись в своем мирке, словно в крепости от всего внешнего мира. Но черные дни для большинства Инзерилла вскоре закончились, по крайней мере в США. Джон Гамбино вместе с Розарио Наймо отправились послами в Палермо за перемирием. На специальной встрече собрались все значимые сицилийские боссы того времени, в том числе Риина и Микеле Грекко. Было решено, что все, кто уехал, получат прощение и гарантии безопасности. При условии,
что никогда больше не вернутся на Сицилию и принесут в жертву корлеонцам Антонина Инзерилла, дядю 5 братьев, и Томмазо Инзерилла, их двоюродного брата. 2 февраля 1982 года жена Антонина Инзерилла Анна Гамбино сообщила в полицию, что вот уже 4 месяца, как муж покинул их дом в штате Нью-Джерси, и ей ничего не известно о том, где он теперь. При таких обстоятельствах всем, в общем-то, понятно: Лупаро Бьянко, белый дробовик. Живым его уже никогда не найдут, да и мертвым тоже вряд ли. Ну а обстоятельства гибели Антонина Инзерилла станут известны только через 30 лет, когда заговорит итало-американский мафиози Розарио Наймо. Инзерилла заманили в лавочку Филиппо Казамента в Бруклине, где его уже ждали сам Наймо, Джон Гамбино и 4 американских граждан. Заманивали сицилийцы, стреляли американцы. Американе – профессионалы. Оружие с глушителями, действует без лишних разговоров, все очень быстро и четко. Ну а Томмазо Томми Инзерилла по кличке Муха живет до сих пор, сменяв свою жизнь на предательство. Именно он заманил в ловушку доводившегося ему дяди Антонина Инзерилла. Тот не пошел бы абы куда за человеком, которому не доверял. И точно так же, благодаря Томми, оказался в ловушке Пьетро Инзерилла, родной брат Татуччи Инзерилла и двоюродный самому Томмазо. Тело Пьетро Инзерилла, окоченевшее без одежды, было найдено в багажнике автомобиля, припаркованного у отеля, в наручниках с 6 пулевыми ранениями, 5-долларовой купюрой во рту и 2 по доллару на члене. По некоторым сведениям, Томмазо не просто привел Пьетро к убийцам, он сам стрелял в него. Что ж, как говорит все тот же Наймо, выбор у Томмазо был простой – либо он, либо его. После этого доказавшего верность корлеонцам Томмазо Инзерилла оставили в покое. Правда, не доверять, не уважать не стали. Исчезнув в Сицилии почти на 20 лет, в начале нового тысячелетия Инзерилла вновь появились в Палермо, посеяв страх в лагере Корлеоне. Летом 2007 года несколько убийств стали сигналом о возможной угрозе новой мафиозной войны в городе. Конечно, возвращение Франческо и Томмазо Инзерилла не могло пройти незамеченным. С одной стороны, новый передел поляны не очень-то радует ее нынешних хозяев, с другой, вернулись они, похоже, с мешками денег, в буквальном смысле. И это не могло не вселять радужных надежд встречающим. Кто-то, вроде Нины Ротала, по-прежнему точит зуб на беглецов. Тем более, что среди вернувшихся и предатель Томмазо, которого Ротала иначе как собакой не называет. К тому же у Ротала есть все основания бояться мести, он лично приложил руку к истреблению семьи Инзерилла. Эти Инзерилла были детьми, но теперь они выросли. Как мы можем быть спокойны? Они должны уйти. Должны оставаться в Америке. Нужно обратиться к Саруццо, Наймо. И если они приедут в Италию, убьем их всех. Да и вообще, кому нужны конкуренты? Коммерсантов для рэкета и так не хватает. Но не все так суровы. Сальваторе Ло Пикколо, глава округа Сан-Лоренцо и давний соперник Ротала, свое согласие на возвращение Инзерилла дал, чем привел Ротала в бешенство. Бернардо Провенцано пытается найти компромисс и помирить противников. Теперь из тех, кто решал эти вещи, не осталось никого. Сейчас решать остались только я, ты, Ротала и Ло Пикколо. Хотя, конечно, дело тут не в доброте и не в личных симпатиях. Для успешного наркобизнеса нужны прочные связи со Штатами, и кто, как не Инзерилла, могут с этим помочь. Ну а закончились переговоры, как говорят итальянцы, дыркой на воде. В 2006 были арестованы Провенцано и Ротала, в 2007 Ло Пикколо. Впрочем, Ротала скорее исключение, даже внутри его клана нашлись лояльные к Инзерилла люди чести. Например, вполне готов к совместной работе Джанни Ники по кличке Тирамису. Крестный сын Ротала, которого тот считал за родного, и который после ареста последнего взял в свои руки руководство кланом Пальярелли. Жаль, конечно, что Ники в 2009-м тоже арестован, но ничего, разумные люди, понимающие, что путь к деньгам – это сотрудничество, найдутся всегда. Впрочем, и жизнь вернувшихся из изгнания беглецов безоблачной не была. Франческо Рысак Инзерилла тоже был арестован в 2006 году в рамках Блица-Гота и приговорен в первой и второй инстанциях. Ему, правда, повезло, оправдан в кассации. Судьи посчитали, что встречи с другими мафиози были не настолько частыми, чтобы доказывать причастность к мафии.
Все в том же 2006-м присел на 10 лет и Томмазо Инзерилла. Кстати, пожизненного за убийство своих родственников ему удалось избежать. В 2013-м Томи вышел и, как говорят коллаборанты, участвовал через представителей в собраниях нового купола. Но сицилийская команда «Антимафия», наученная горьким опытом прошлого столетия и уроками великого борца с мафией Джованни Фальконе, такие процессы больше не запускает. В 2019-м Томмазо и Франческо Инзерилла снова арестованы. Муха получил 16 лет, Рысак 11 лет и 4 месяца. На 9 ноября 2023 года приговор прошел апелляцию, теперь слово за кассационным судом. Кроме сроков, Инзерилла получили еще и конфискацию. Что неудивительно. По декларациям за период с 2006 по 2018 доходы семьи составляли от 0 до чуть более 17 тысяч евро за год. Цифры совершенно не бьющиеся с ценой покупок за тот же период. В 2019, к примеру, доход семьи по декларации составил 23 тысячи евро, а приобретений, только официальных, сделано на 232 тысячи. Банки с легкостью предоставляли малоимущей семье крупные кредиты, которые они с такой же легкостью гасили. В их собственности находились торговые предприятия и склады. Конфискация коснулась и других родственников Инзерилла, дочери, зятья, племянники. Со всем, что нажито непосильным трудом, пришлось расстаться многим. Ну да клан Инзерилла переживал и не такое, и наивно было бы полагать, что он уничтожен. На Сицилии и в Америке по-прежнему живут и активно действуют и другие его члены. Джованни Боско, родственник Сальваторе Инзерилла, Альфонсо Гамбино, доверенное лицо и представитель Боско на переговорах с другими округами, Маттео Инзерилла, племянник босса Микеланджело Ла Барбера. Кстати, мести Нино Ротало боялся напрасно, он до сих пор жив. Умер своей смертью в 2012 году Сальваторе Монтальто, сдавший корлеонцам Татуччи Инзерилла. Тоже своей смертью, и совсем недавно, в возрасте за 80, умер Винченцо Галатало, участвовавший в расстреле Татуччи Инзерилла. Не стали жертвами мести и другие исполнители того убийства. Некоторые, как Джузеппе Маркезе, живы до сих пор. Антонино Мадания тоже жив, хотя не только стрелял в Сальваторе Инзерилла, но и лично задушил его брата Санто. Согласно полицейскому расследованию, в настоящее время регентом семьи является Джованни Инзерилла, сын Сальваторе, тот самый, что во время мафиозной войны малолетним остался с матерью на Сицилии. Так что кто знает, возможно, клан проигравших когда-нибудь еще назовут кланом отомстивших. Однажды в Италии.